Приветствую, Станислав. Приветствую. Как меня поменял бизнес в Польше? 10 лет, целая эпоха, Целая вечность. целая история, да, которая с нами произошла. Тема нашего подкаста сегодня — это такая ретроспектива 10 лет жизни, но все-таки больше вокруг бизнеса в Польше. Расскажем выжимку того, как нас поменял бизнес в Польше, как нас поменял бизнес, а еще и в Польше. Благодаря бизнесу у меня появилась уверенность в завтрашнем дне. Не только в завтрашнем дне, в целом какое-то есть чувство контроля своей жизни. Вот, потому что когда начинаешь понимать, как это все устроено, там, что люди тебе платят там, за определенную ценность, да, что бизнес — это, по сути, там, 3 ячейки: привлечение клиентов, конвертация их, то есть продажа и выполнение обязательств. Ты начинаешь понимать вот эти атомы, из которых состоит бизнес, и ты понимаешь, что окей, эти атомы можно разложить и сделать из них конструкцию в этом направлении, в этом, и это можно контролировать. И, соответственно, пропадает страх бедности, и я понимаю, что, скорее всего, в бедности мы точно не умрем, потому что тот или иной бизнес получится построить. И даже не бизнес, а, возможно, навык, который ты приобрел, и те навыки, скиллы, да? Давай так, если уж на то пошло, то не бизнес, а предпринимательство. То есть я считаю, что, не знаю, как ты, кстати, я занимаюсь не бизнесом, а предпринимательством. Все-таки в ней большая роль — это именно самозанятого эксперта, который в операционке, который занимается непосредственно там, работой с клиентами и так далее. А бизнес для меня — это все-таки больше про то, что есть роль инвестора, там, собственника инвестора, да, и есть роль там, SEO, операционного управляющего, который занимается созданием системы, а не является, там, грубо говоря, важным там, винтиком внутри системы. Все-таки в моем случае, то есть у меня ощущение, что я предприниматель, не бизнесмен, к сожалению или к счастью, предприниматель. То есть. А пока еще предприниматель. Как помнишь, на подкасте с Дмитрием Борисовым, который мы записывали на украинском канале, кстати, ребят, ссылка на него будет в описании. И классное видео, да? Он тоже про это говорил, что определитесь с тем, в какой роли вы готовы участвовать в этом всем своем ресторанном предприятии. То ли как человек, который сам создал себе рабочее место, да, по сути то, что ты сказал, то ли вы все-таки сразу метите на тему бизнеса, но тогда вы должны создавать системы. Я бы добавил, что надо определиться с тем, какую роль ты занимаешь, и какую роль ты не занимаешь. Какую роль ты хочешь занимать. Да, Потому что проблемы очень часто именно из-за того, что мы занимаемся неорганичной ролью. Именно оттуда идет выгорание. Тело не хочет, чтобы ты занимался тем, чем ты занимаешься. Цена успеха, которого ты видишь перед собой, и то, что ты никогда не знаешь, какую цену заплатил человек. Тут еще про не суди, не судим будешь, да? Да, что как в Святом Писании, да. Тут в чем смысл, ребят? Вы очень часто будете видите в своей жизни, да, и в своем Инстаграме. И в своем особенно Инстаграме, как кто-то приезжает на новой машине, у кого-то там какой-то успешный успех, но мы никогда не знаем, какую цену он за это заплатил. И, возможно, если у него успех получился случайно, то он и цену никакую не заплатил. Но очень часто цена успеха — это не случайность, а это тяжелый труд, либо нативный путь. И, соответственно, за этим лежит какая-то работа. В нашем случае, знаешь, у меня нет абсолютно никакого синдрома самозванца. Типа, что мы там... Что ты тут случайно, что мы тут недостоин, не заслужил. Да, что мы случайно, что мы чего-то не заслужили. Потому что мы проделали тяжелый путь и труд, чтобы к этому прийти. Поэтому есть твердый фундамент, да. Поэтому тут в чем мысль, да, в том, что вы не переживайте, когда вы видите, что кто-то купил себе новую машину. You never know. Да? Вы никогда не знаете, счастлив он на самом деле или нет, а есть ли ему вообще с кем разделить это счастье, а какую цену он за это заплатил. Может быть, он купил машину, но при этом садится в этот новый Porsche или там Mercedes и одевает очки, потому что у него зрение так упало, пока он на эту машину зарабатывал, что он, в принципе, был бы и не против поменяться обратно. Да. Или плачет от одиночества где-то там, прорабатывая это с психологом. Да. Или с тарологом. Да. Что сейчас более вероятно. Да. Тренд пошел на мягкие ниши. Вот, интересно. Давай, хорошо. Про успех ты скажешь? Что для меня успех? Это... моя цель в жизни — это качественно прожить как можно больше счастливых дней. Да, я почему спрашиваю, потому что это связано с моим следующим пунктом. Успех для меня — это
тогда, когда ты делаешь все через «хочу», а не «надо», делаешь все через любовь, и когда ты фокусируешься и живешь вообще в своей жизни состояниями, а даже не какими-то конечными целями, финансовыми целями. То есть успех для меня — это создать такую конструкцию в жизни, когда для тебя на первый план выходят только состояния. Понял? То есть тебе ты все живешь равно даже... ни деньгами, ни денежными суммами, ни капитализацией, там, какими-то материальными Да, активами, да. о том, как ты в этом себя Состоянию. чувствуешь. И вопрос в том, как ты достигаешь этого состояния. Это Например, интересная мысль, да. например как ты достигаешь состояния. Вот я сейчас говорю, у меня реально мурашки по коже, потому что это типа топ-идея, которую я для Ребят, себя если вам зафиксировал. будут нравиться мысли, вы можете прямо в комментариях огонечки оставлять, чтобы мы знали, что вы тоже разделяете эти мысли. Поэтому вот это успех. Как сказал наш тренер, что в Америке... тебя не было тогда. Он говорит, что в Америке сейчас уже все меряются количеством свободного времени, умноженным на... Качество этого проведенного времени. Да, на качество, как ты можешь еще это и свободное время типа тратить. У тебя может быть много свободного времени, но ты можешь купить себе только карамель фраппучино и сидеть в Старбаксе. Или у тебя может быть свободного времени много, но при этом ты можешь поехать на Тенерифе, еще куда-то там, в Австралию, не знаю, заниматься чем-то. Да. Следующий пункт. Стал понимать цену времени. Что мне еще дало предпринимательство, да, то есть бизнес, чему он меня научил. Благодаря ему я стал понимать цену времени. Во-первых, потому что другие люди покупают там наше время, да, за деньги. Мы понимаем, что время продается за деньги. Не во всех бизнес-моделях, в моей бизнес-модели так очень долгое время было. И, во-вторых, мы покупаем время других людей, специалистов, которые там стоят там дешевле, продаем их дороже, и там на этом на марже какая-то есть, там, какой-то заработок, условно говоря, да. В-третьих, мы своими усилиями экономим время других предпринимателей, которые хотят заниматься там, допустим, бизнесом в Польше, и мы им очень сильно экономим, прям несколько лет можем сэкономить на тех вещах, которые мы делаем, предупреждая их заранее и там делаем все правильно в начале, на старте. Вот. Но ценность времени, больше всего это меня научило ценность свободного времени. Вот как раз в тот момент, когда мы вджобывали, прям сильно так яростно вджобывали, так что же в глазах темнело, я понимал, что надо идти домой, но, наверное, бледного ловил. Да, вызову такси, потому что домой не дойду. Вот. И потом, когда ты видишь, там, как растет там твой ребенок, ты там какие-то моменты пропускаешь, там, первые слова и так далее, и их уже не купишь. Их уже не купишь за деньги. Да? Ты начинаешь ценить то время, когда ты не работаешь. Ты понимаешь, что тебе нужен бизнес ради свободы, чтобы ты мог не заниматься бизнесом, чтобы иметь вот это время, потому что оно ценное, и, к сожалению, это, наверное, пожалуй, единственный ресурс, который нельзя купить назад. То есть ты можешь там частично себе там по здоровью какие-то сделать апгрейды и так далее, но время ты не сможешь выкупить назад. Ты даже кредитануться наперед не можешь, понял? Да, по сути. Да. Поэтому это научило оценить время свое, время других людей, я стал меньше опаздывать, потому что я понимаю, насколько это может быть ценно и так далее. И стал чаще себе задавать вопрос, а стоит ли вот это, либо вот этот человек, либо вот это действие того, чтобы тратить на свое время. Как минимум, окупается ли мне этот час, исходя из того, сколько я хочу зарабатывать в месяц. Вообще, вот это действие, оно приводит к тому, сколько мне надо зарабатывать в час, чтобы обеспечивать себе там ту же себестоимость жизни, условно говоря. Окей, круто, интересно. Мой пункт. Ниша по залету versus осознанный выбор. За это время у нас было две ниши, которые у нас получились, можно так сказать, где мы... В которых мы очутились, В которых мы очутились, да. Это диджитал-агентство, я проговорю то, что не все знают. Это диджитал-агентство, у нас там на пике было около 15 сотрудников, еще там куча подрядчиков, фрилансеров, у нас даже HR был. Марьяна. У нас был HR, представляешь? Какая мы была серьезная компания у нас, корпорация. И второй бизнес — это консалтинговый. Да? Интересно то, что мы, перейдя в консалтинговый бизнес по регистрации компаний, мы стали... Наша команда стала в 2 раза меньше. Даже в 3 раза меньше. Да. Но стали мы зарабатывать в 3-4 раза больше. Да? Вот такой вот момент. И в чем, как это на меня повлияло, в чем инсайт? В том, что
если бы я вообще вернулся назад, да, я бы очень заморачивался над выбором, да, над выбором того, чем ты будешь заниматься, куда ты будешь тратить время, как ты сказал. И вот не хватало мне тогда каких-то инструментов, наставников какого-то, который смог бы мне задать правильные вопросы, да. Да, даже не ответы, а просто правильные вопросы. Смотри, ответы вообще нахуй никому не нужны. Надо вопросы, потому что человек — это не ответ. Человек — это вопрос, понимаешь? И, ну, вопросы решают вопросы. Об ответы мы уже сами знаем. Да. Причем даже там психолог или еще кто-то не может их знать за нас, Да. потому что за нашу жизнь за нас никто не проживет. Да, имея правильные вопросы и умея их задавать, ты можешь выбирать совсем другие конструкции, совсем другие ниши. Совсем в другой точке Б. В другой реальности, да. Изменилась вера в людей. Вот, у меня есть такой пункт, бизнес научил, ну, то есть благодаря нему трансформировалось мое время. Ты был маловером до этого? Людей. Я был сильновером в людей. Сильновером. Ну, то есть я прям верил, прям каждый хороший человек, все хотят любви, никто не хочет меня обидеть, этот мир добрый ко мне, он там и так далее, и так далее. Я и сейчас считаю, что мы живем в хорошем, добром мире, по крайней мере, в той реальности, которую мы для себя создали, да, потому что те же люди в Варшаве, они могут параллельно в это же время рассказывать совсем другие истории, как здесь ненавидят украинцев, как здесь там ксенофобия и так далее, и так далее. И я вообще этого не вижу. То есть я живу в той же Варшаве, но вообще в другом, в своем мире, да, в другой Варшаве, кажется. Но здесь изменилась вера в людей, то есть она не пропала, но она из слепой веры, да, то есть мне очень легко там, допустим, дистанцию сократить с человеком, если, допустим, в каком-то коворкинге пространстве, да, то кто-то там себя, ну, там как-то пихает, чтобы там познакомиться с каким-то человеком и так далее. У меня другая проблема, я себя сдерживаю, чтобы людей не задалбывать. Чтобы не засосаться с кем-то случайно. Условно говоря, да, чтобы как бы не этот сам, потому что я понимаю, что у людей есть пузыри своей дистанции, у меня ее меньше, мне надо сразу доступ к телу, со всеми пообниматься, вот примерно такая. Ну, у нас даже с тобой была тактика галактика, мы заходим в новый коворкинг, и я говорю, я выпускаю тебя, говорю, запускаем уже. Все, давай, и ты там можешь познакомиться быстро. Ну вот, и эта вера, она изменилась, трансформировалась просто в систему, через которую как бы проходят люди, да, то есть, допустим, это система там 2 шансов, это система доверяй, но проверяй. 2 шансов, в смысле 2 раза за, ну там реально подвел? Человек может совершить ошибку, но стоит ему дать 2-й шанс, стоит его простить. Но если он системно тебя подводит, то, возможно, нет смысла от него ожидать чего-то там другого, да. А вот можно вопрос сейчас, пока мы не отлетели? А если жена изменит тебе, то эта система на нее работает или нет? Мне просто недавно этот вопрос задавали, мы обсуждали это. Да. Скорее всего, да, но это зависит от контекста. Потому что измена... тот же самый ответ у меня был. Не, ну это ж измена, она же не просто так, типа, ты как, типа, напился, изменил. Ну, типа, это не так, что ты идешь такой раз и упал на писю, да, это не так выглядит. Не случайно. Поэтому тут надо больше контекста разбирать ситуацию, где-то там есть и моя вина, вот, но с другой стороны, если просто вот в текущей ситуации вот с тем, как мы живем, какая у нас там любовь и так далее, то я встаю там с удовольствием, готовлю завтраки и так далее. То есть вопросики. То, ну, как бы меня бы это очень сильно... Я себя очень долго собирал, меня бы очень сильно это разбило. Ну, то есть я бы, конечно, я бы с этим человеком дальше не смог бы быть, но и меня бы очень сильно это поломало, потому что тут как раз годами вера крепла, да, в наши отношения. Окей, классно, интересно. Вот, поэтому поменялась система, но я все равно очень люблю людей, ценю людей, потому что, и я так вот, если понаблюдать вот эти 10 лет, за которые очень много поменялось, самые лучшие идеи, инсайды и возможности в мою жизнь, я думаю, в твою жизнь тоже, приходили именно через людей. Да. Тупо через людей. То есть кто-то... Ниши по залету, ты говорил, да? Первая ниша. Мы встречаемся со знакомым в коворкинге. Просто Стас, привет тебе, да? И он случайно говорит, а вы знаете, я тут занимаюсь созданием сайтов. Мы такие, так ты программист, знаешь код. Он говорит, да нет, вообще ни строчки кода не пишу, сайты можно сделать без знания кода. И мы такие, да. И потом мы что делаем? 7 лет. 5 или 7 лет занимаемся. Да, кором бизнеса было создание сайта на ноу-коде. Да. Мы даже чуть книжку не написали на тему лендинг-пейдж. Да, на минуточку. То есть статья твоя, которую ты написал, была несколько лет выше Википедии. Да, на первом месте. Да. Случайно люди, да, вторая ниша, то же самое. Ой, это классно, вы можете нам открыть компанию. И ты такой... Можем. Приходишь, говорит, надо открыть компанию, давай учиться это делать. Да. Через других людей. Есть? Договорил, да? Да.
Следующий инсайт. Бизнес дал понять, что не нужно быть на 100% экспертом в том, каким бизнесом ты хочешь заниматься. И здесь хочу рассказать историю того, как мы начали заниматься этим бизнесом. Давай, да. Да, Это хороший, мясистый, глубокий. И еще раз, да, мы занимаемся консалтинговым бизнесом. Это услуги для B2B, business-to-business. И мы помогаем, мы делаем анализ рынка, разработку стратегии выхода на польский рынок, помогаем регистрировать там компании, ЕДГ, бухгалтерия и так далее. Есть партнер там по оптимизации налогообложения. Ну вот наш продукт. Правильно я сказал или нет? Или да, еще что? Да. Ну, там есть еще много всего, я понимаю, да, я понимаю. Ну, типа, но в целом ядро... кор это такое. Человек хочет создать бизнес, либо у него уже есть бизнес в другой стране, он приходит к нам, и мы помогаем это сделать на территории Польши, соответственно, на территории Европы. Классно, легально, эффективно, быстрее, там, с минимум ошибками, без ошибок и так далее. Да, покупайте услуги. Product placement, случайно. И получается такая ситуация, что мы же в этом не были экспертами, ну там вообще, да. Первую компанию, которую мы открывали себе, это компания, ну наша Uniconsulting, которую нам открыли на то время там что 1000 или 1500 евро. Да. Это была большая сумма для нас. Нам открыли ее через нотариуса, и чувак, который это сделал, на следующий же день не брал трубку. Пропал. То есть просто пропал, да. И это наша точка А. Да. Через опыт пользователя, который сказал, ну, так не должно происходить. Да? Ну да, и точка Б — это наших там открытых, я не знаю, 500-700 компаний, там, ЕДГшек и всего остального. Да, где мы человеку еще до регистрации фирмы, мы его уже 300 раз пробуем отговорить, точно вы знаете, точно вы готовы, а вы знаете, что вы с этим столкнетесь. Да, ну мы как бы не отговорить, а объяснить нормально, чувство, по-человечески, да, все риски. Об этом же YouTube-канал тоже, то есть мы начинали с того, чтобы рассказать правду о том, как выглядит жизнь и бизнес, в первую очередь, в Польше, чтобы люди там без розовых очков понимали, как здесь, и осознанно как бы входили в эту историю, показывая и плюсы, и минусы. Да. И ну, в чем инсайт? В том, что, оказывается, не надо 100% быть экспертом в чем-то. Да? Нужно уметь собирать ресурсы. Вот это меня очень за эти 10 лет поменяло. Я чуть-чуть больше научился искать ресурсы. Опять же, ресурсы — это в основном люди, да, вот если мы говорим. Потому что деньги вторично. Денег на самом деле настолько много, некуда эти деньги даже в классные проекты впихнуть. Мне сегодня Кир Горшков пишет: «Стас, привет, что там, как дела?» И Кир Горшков — это там парень из Киева, который инвестициями занимается. Ну, напишите, кстати, знаете вы, кто это или нет. Да, очень классный. Очень и мы у него, да, обучение у него проходили. И он пишет: «Привет, есть деньги, хотим в том числе в Польшу инвестировать, давай какие-то бизнесы для инвестиций». Ребята, если у вас есть ваш бизнес или вашего знакомого для инвестиций, пишите мне в Телеграм. Вот реально некуда инвестировать. У людей проблемы. У людей проблемы. Некуда деть свои деньги. Да, и в чем инсайт? Ну, вот можно при правильной конструкции собрать нужных людей и не быть 100% экспертом в бизнесе по СТО, в кофейном бизнесе, в ресторанном бизнесе, в консалтинговом бизнесе. Вот такая вот конструкция. Класс. Тогда следующий пункт у меня появился: вкус свободы. Я про что? Про Шекспира. Свободным быть от всяческих надежд. Ну, да, я, наверное, еще не дорос до этого уровня, но здесь о чем? Здесь о том, что очень долгое время, когда еще работал там в корпорациях, там в BTL-агентстве и так далее, работал как наемный сотрудник. И почему-то жизнь мне давала таких работодателей, после которых я думал: боже, я никогда не хочу больше на кого-то работать. То есть мне очень хотелось этой свободы. Ну, потому что там простой пример: у меня вечером приезжает мама, рабочий день закончился, я еще не выполнил работу, потому что там же грузили на 200% твоих возможностей. Да. Я говорю: мне надо встретить, мать приехала в Киев ко мне с Энергодара. А работодатель говорит: ну, я не знаю, это твои проблемы, я тебя не отпускаю. Что такое? Что значит я тебя не отпускаю? У нас что, рабовладельческий строй или еще что-нибудь? Я тебя не отпускаю, ты не можешь уходить. Ну, взрослый парень, взрослый мужик. Вот. Как бы такие вещи. И, соответственно, бизнес дал возможность выбирать, с кем работать, выбирать, чем заниматься. То есть ты выгорел, окей, занимайся другим бизнесом. Не умеешь, окей, научись. Не хочешь учиться, найми того, либо там сделай партнерку с тем, кто умеет и кто любит это делать, самое главное. То есть и он дал возможность, и появилась возможность, так называемое, извините за мой французский, право на нахуй. Да? С определенного уровня, когда ты можешь выбирать не работать с токсичными людьми.
Вот есть люди, не знаю, если в вашей жизни такие есть, напишите, поставьте минус там, в Не, комментариях. напишите слово токсик. Токсик, да. То есть, когда ты понимаешь, что работая с этим человеком, он тебя прям, ну, прям отравляет. Вот прям все твое нутро, ну, не хочет с ним работать. Но ты соглашаешься из-за денег. И, соответственно, ты меняешь не просто свое время, ты меняешь еще частично свое здоровье на Душу дьяволу продаешь. И вот когда появилось вот это право на нахуй, я понял, что у свободы есть еще другие степени. Это есть свобода не только время, да, то есть, которое ты можешь там заниматься хобби, там, семьей и так далее, и так далее. Есть свобода в контексте не думать о деньгах, допустим, там, хотя бы в базовых вещах, там, какую одежду себе купить, какие продукты себе купить, да. Это свобода передвижения по миру, это тоже другая плоская свобода. Да, это свобода окружить себя теми людьми, которые тебя усиливают, а не отравляют. И вот тут появилось вот такое понимание обширной свободы и такая как, ну, моя задача для самого себя создать как можно больше вот этих степеней свободы, в которых я могу двигаться. Да, и в этой связи хочу зачитать стих. Давай. Мой любимый, Шекспира. Неожиданно. «Всего превыше верен будь себе, тогда, как утро следует за ночью, последует за этим верность всем». Все, конец стиха. Всем спасибо. Значит, следующий пункт, и нам надо ускоряться. Если ребятам будет интересен этот формат, вообще этот выпуск, то вы можете сказать. И у меня тут, кстати, не 10 пунктов, у меня 14 так получилось. У меня 16. Ну вот видите, да, соответственно, если вам интересно, вы просто напишите more. Моя дочь говорит more. Напишите еще, и мы сделаем второе продолжение, second edition с новыми пунктами. Да. Значит, пункт. Чтобы тут внимательная, прям глубокая вещь. Чтобы перестать чувствовать, что на тебя смотрят свысока люди, которые богаче, умнее, сильнее тебя, да, чтобы перестать это чувствовать, такое чувство неудобства, дискомфорта. Или что, типа, я недостоин, да, я не чувство такой. того, что я недостоин. I'm not belong to this place. Да. Нужно перестать смотреть свысока на людей, которые беднее, глупее и слабее тебя. Да? Понял мысль или нет? Да, ты прям айкидо только что применил. Да, айкидо. Ментальное айкидо. Джиу-джитсу. И это прям, глубокая вещь, потому что я сталкивался и с тем, когда я смотрел на кого-то неправильно, да, свысока, и потом очень быстро, мгновенно на следующий день ловил штангу, и кто-то смотрел на меня, как на кусок пирога, да, и вот я такую зафиксировал себе мысль, вот бизнес поменял эту конструкцию, в том числе YouTube-канал, очень сильно, у меня там будет очень мощный пункт про хейт, да, хотел бы дойти до него. У меня, кстати, тоже есть, да. И вот такой вот тезис. Все, ничего больше тут не хочу говорить, тут кто сейчас понял, тот понял, если не поняли, значит еще, надо повариться. Да, и у меня есть тут комментарий, то есть как я это прорабатываю, да, вот эту историю. Когда ты сравниваешь все в одной плоскости, да, то есть, допустим, в плоскости денег, то тут очень легко словить штангу, потому что всегда есть кто-то богаче, кто работает не там 40 часов в неделю, а 2 часа в неделю. И если сравниваться с такими людьми, постоянно будет больно. Каких бы ты результатов не достиг, всегда будет кто-то лучше. Но если смотреть на другие плоскости жизни, то практически в каждой плоскости жизни можно найти человека, которым ты можешь восхищаться. Если это для тебя важно. То есть, да, допустим, не знаю, у тебя может быть там тренер, который зарабатывает меньше, чем ты, но он в своей сфере, как в спортике, да, допустим, очень классный, крутой. И вы можете говорить с ним на равных именно потому, что он захватывается твоими результатами в этом, ты захватываешься его результатами в другую. Третий классный оратор, классный выступающий. Четвертый крутой ютубер. Там, пятый еще что-то. Если мерить не по деньгах, а по, что каждый просто в своей сфере чемпион, то уже становится легче. Соответственно, если у вас есть такая штука, что вы себя чувствуете некомфортно в общении с какими-то людьми, найдите сферу, в которой вы можете быть чемпионом. И, допустим, я с открытым ртом слушаю своего барбера. Он меня стрижет, я его слушаю. У нас, кстати, интервью выйдет с моим барбером. Именно потому, что он занимается триатлоном, он уже нормально там наваливает, нормально бегает. Я мечтаю этим заниматься. То, скорее всего, там зарплата, там доход у него меньше, но его результаты в триатлоне, как он там бегает, плавает и так далее, я прям с открытым ртом слушаю, понимаешь? Поэтому, чтобы вами захватывались, не обязательно вам зарабатывать там больше, можно быть просто в чем-то очень-очень прикольно. Я так это, для себя. Ну, тут у меня еще основная мысль, это то, что если ты чувствуешь, что когда кто-то богаче, умнее или там сильнее, красивее тебя, он на тебя влияет,
да, как-то, ну, там, ты чувствуешь, что тебе некомфортно, то перестань делать то же самое, но с людьми, которые ниже тебя, для которых ты богаче, умнее, там, красивее. И тогда все выравнивается, и тогда ты перестаешь просто эти конструкции в жизни встречать, эти Ну, и ситуации. они тебя перестают цеплять, да. И тебя перестают цеплять. Ты перестаешь сравнивать вообще. Короче, ну, бимба, одним словом. Да, ну не суди, да не судим будешь, да. Хорошо. Хочется, конечно, читингануть и перейти к пункту про хейт, чтобы успеть как бы его затронуть. Давай про хейт, давай ты про хейт, и я тогда дополню. Ладно. Возвращаемся к конве, да, это чему меня научил бизнес, как он меня поменял. Я понял, что я не $100, что всем нравится. Я принял хейт относительно, да, я тут по-особенному его прорабатываю, если что, поговорим. Но мне гораздо легче теперь отпускать этих людей, не думать, и если даже там стрела попала, ну, то есть там где-то там что-то зацепило, я понимаю, что если я буду носить это с собой дальше, то тогда человек отымел меня трижды. Один раз, когда он это сказал, и еще дважды, когда я еще месяц об этом думаю и сливаю туда свою драгоценную жизненную энергию. То есть в плане бизнес, в котором ты получаешь иногда отказы, негативную обратную связь, незаслуженную негативную обратную связь там какую-то там и так далее, ты просто начинаешь обладать определенной корочкой к этим вещам и нормально где-то по-философски к ним относиться. Это очень полезный навык в жизни, я считаю. Потому что если ты будешь стараться всем нравиться, угодить, ну, очень легко потерять себя. Да всем не угодишь, и поэтому я прочитаю те комментарии, которые я за 5 лет канала читал. А я хочу напомнить, что все комментарии на YouTube-канале 90% прочитаны. Это тысячи комментариев. И на большинство из них отвечал лично я. Всегда. А вот 10% эти читал я, которые ты не читал, и на них отвечал я. И я вам просто зачитаю выжимки. У вас слишком длинные видео. Слишком короткие видео, много информации в видео, мало информации, одна вода. Выровняй зубы. Говори українською, москаль ебаный. Понятно, опять людей дурят. Как бизнес в Польше повлиял на меня через призму вот этой всей ситуации, хейта и комментариев? Ну, однозначно, да, я стал, грубее, да, ментальная кожа стала грубее. И я тоже понял, что невозможно кому-то угодить. Всем, да. Точнее, всем, да. Знаешь, вначале мы были sensitive к этому, так. Типа, они пишут сильно длинные видео, мы записываем короткие видео, и они пишут, ты представляешь, они пишут, Станислав, Виталий, почему видео такие короткие? Да вы задолбали. Вы можете, типа, нормальный контент давать на Ютубе? Вы на Ютубе или где? Вы, типа, дебилы? И я вот это все, ну, перемолов, попробовав, да, ну, зубы осталось выровнять, но я в процессе. И ты такой, типа, вау, ну, а оказывается, ну, как бы, сколько людей, столько и мнений. Более того, если сейчас вы прямо, да, пробежите у себя по улице голым, то вас будут помнить примерно 5 минут. Выложат в ТикТоке, там, в Инсте, но это, типа, мимолетное событие, 5 минут посмеялись, и все. Люди думают только о себе. И когда они пишут такие комментарии, типа, кривой, косой, блядь, воняешь, и там еще там что-то, они думают и говорят о себе, о том, что их триггерит, о том, что у них болит. И как они сравнивают эту жизнь, по каким критериям они вообще не судят. Да. Поэтому так вот это меня изменило. Давай, какие еще пункты? Интересно. Ну, хороший пункт. Так, подожди, это мой был пункт, твое дополнение. Ну, давай, у меня тут есть короткий пункт, такой инсайт, да, как это меня изменило, тоже усиливать сильное. И мы пытались сделать 3 подхода на созданию, допустим, своей бухгалтерии, да, именно in-house, чтобы обслуживать клиентов у себя. 3 раза мы считали, подходили, пробовали, но реально, ну, типа, не идет, да. А почему не идет? Потому что это не наша сильная сторона. Не наша сильная сторона микрооперационный, низкомаржинальный и высокорисковый при этом бизнес, да. А какая наша сильная сторона? Что мы сделали, да? Мы начали фокусироваться на контенте, на перформанс-маркетинге. То, чтобы объяснять для масс сложные вещи легко. Легко. Это комментарий. Вот, представляешь, история. Сегодня пишет там женщина з канала і пише следующее. Доброго дня, вже 2 роки дивлюсь ваш YouTube канал. В нас бюро рахункове в Польщі. Давайте бути партнерами, бо я ніколи не бачила, як таку складну тему, як податки в Польщі і ведення бізнесу в Польщі, ви можете такими простими словами розповідати. Типа, респект, знімаю шляпу. І
усиляйте сильное, да, сфокусируйтесь на том, что у вас лучше всего получается, и вы будете гораздо быстрее в топе в своей сфере. То есть можно стараться быть колесом, что имея все ровные, сбалансированные типа штучки, а можно быть копьем. То есть у тебя что-то торчит, но торчит так, что ты летишь далеко и просто прорезаешь пространство за счет именно своей сильной стороны. Согласен. У меня здесь похожий пункт, ну как бы в ту же копилку. Это благодаря бизнесу я почувствовал ценность образования. Вот. Мысль какая, что нам платят, большинству людей, мы не берем там драг-дилеров и так далее, за ту ценность, которую мы приносим в мир. Я знаю, твой психолог со мной не согласится, да, но... А как же наркодилеры, да? Да. Кроме у каждого правила есть исключение. Интересно, давай спросим, ребят, вы согласны с этим тезисом, да? С тем, что тебе платят за то количество ценностей, которую ты принес в этот мир, да? Правильно вопрос звучит? Вот согласны вы с этим или нет? И напишите сразу, что вы думаете по поводу там, тех, кто продает наркотики, оружие и все остальное. Они тоже ценность несут в мир. Почему им тогда платят? Все, вот интересно мнение. Да. И фишка в том, что свою ценность каждый из нас может увеличивать. Да. То есть простая, да, можно использовать, можно просто там быть опытнее, тебе платят там больше, там, продавать себя дороже. Можно выучить английский, делать то же самое на англоязычный рынок, это вообще иногда умножает доход, да, и так далее. То есть мы можем увеличивать свою ценность, просто покупая знания, обучаясь, инвестируя в себя и так далее, и так далее. Мало того, мы можем в принципе выбирать, представьте, в какое мы время живем, не так, что ты такой... Родился, тебе 5 лет, только там начал что-то соображать, отец говорит, все, сын, у нас род башмачников, вот на тебе кусок кожи. Где родился, там и пригодился. Да, да, а сейчас, и тогда было действительно время, когда там ты мог родиться с биркой, грубо говоря, на ноге. Если ты не с того сословия, то все, сори, чувак, все, какое, ты не с того сословия. Сейчас лучшее время, чтобы с грязи в князи, либо из князи в грязи, как кому больше нравится. Ни у кого на ноге не написано, что ты должен быть там парикмахером, предпринимателем, политиком и так далее. Взять пример нашего президента Зеленского. Да? То есть точно неожиданный поворот, что он стал президентом, и очень круто, да? Интересная история. И каждый может стать каждым. Ты можешь купить знания, ты можешь увеличивать свою ценность. Просто проблема в том, что в современном мире очень часто нашим худшим врагом является лень. Знания доступны в интернете. Вот так. Люди, кто хотел, по нашим YouTube-видео открывал себе не просто компании в Польше, а бухгалтерские компании в Польше открывали. Вырвало. Давай дальше. Ну что, следующий пункт. По-польску. Okay. Пункт widzenia zależy od punktu siedzenia. Перевод. Твой пункт видения, да, как пункт перевести слово? Скажи точка зрения. Точка зрения зависит от того, где ты сидишь, да, дословный топорный перевод такой. Старая фраза, замыленная, но когда мы переехали в Польшу в 2014 или 2015 году, мой пункт видения, да, был такой, что я был, прям иммигрантом таким, и спасающимся от чего-то там, да, я именно моя позиция внутри была максимально убегающая от позиции страха такого. Но в какой-то момент я дошел до ручки и поменял эту всю конструкцию, и как бы мой пункт щедзения, да, я пересел на другой стул, да, и я понял, что окей, все, я тут живу. Как это можно использовать, ребят? Если вы только переезжаете в Польшу либо в другую страну, пожалуйста, не страдайте и не рефлексируйте по поводу того, что вы иммигрант, вы спасаетесь от чего-то. Да, это так и есть, но как можно быстрее старайтесь переключить этот тумблер на то, что я человек, который приехал сюда, в эту страну, X страну, чтобы строить свое будущее. И дела пойдут гораздо быстрее. То есть, когда ты смотришь на плохое, ты не можешь параллельно смотреть на хорошее. То есть, либо там, либо там. Да. Фокус внимания один. Окей. Интересно. Этот, кстати, первый пункт, вы, думаю, заметили, именно связанный с Польшей. Потому что основные пункты, они, в принципе, универсальные. То есть в том плане, что на польском сказано. Да. Не к тому, что вот все, что мы сказали, это было про бизнес.
Да. и Польша, так получилось, что географически там и тут, и так далее, по сути, малую роль в этом сыграла, да. У меня есть несколько пунктов именно вот про часть Польши, да, вот именно про Польшу. Что мне дала именно Польша, в плане там бизнес в Польше, это почувствовать себя гражданином мира. Может, еще не гражданином, еще гражданство европейское не получил, но жителем мира точно да. Именно потому, что мультинациональная страна и мешанка в наших там коворкингах, и где мы там только не работали, да? Да. То есть ты прям реально там видишь тут английский, тут французский, тут румынский, тут еще что-то, ты себя чувствуешь в сообществе каком-то таком мировом. Международные бизнесы, кто-то к нам приезжает открыть с Америки компанию, с Германии очень много фирм открывали, с Испании и так далее, и так далее. Третий контекст — это когда ты берешь, сегодня решаешь куда-то поехать, завтра ты покупаешь билет на самолет, послезавтра ты уже в Испании, и ты понимаешь, что ты купил билет дешевле, чем 72-й поезд Киев-Запорожье. Ты по Европе полетел куда-то вообще там в другую страну и так далее. И вот это все дало понимание, что как бы ощущение, что ты живешь в мире, а не в какой-то отдельной стране, и у тебя нет вот этих рамок. То есть сегодня ты здесь, завтра ты можешь быть там. Мне знаешь, что дала Польша? У меня тоже есть пункты конкретно про нее. Я их объединю. Давай. Детская позиция против взрослой позиции, да? То есть я стал здесь взрослым в прямом и в переносном смысле. Я приехал, когда мне было 20, сейчас мне 31 почти. Типа слегка повзрослел. Как раз такое целое Да, поколение. да. У меня на бороде волосинки эти седые, понял, появляются. Ну, куда это годится? Залысины появились. Значит, Добро пожаловать в мой мир. Да, детская позиция против взрослой позиции, да. И второе, я хочу быть правым или счастливым. И здесь я хочу привести, вот к чему эти все пафосные... И интересно, как это связано с Польшей. Как это связано с Польшей. Да. А вот знаешь как, ты, когда находишься в своей стране, у тебя нет вопроса, связанного с документацией и ощущения, что ты в своей стране какой-то Джеки Чан, который никому не нужен, да? Ну да, ты, разрешение на работу, разрешение на пребывание. Карта по быту, да, карта по быту, чего только этот документ стоит. И знаешь, я понял, что оказывается, ну тогда, в 20 лет, оказывается, что кроме меня там никто типа это не решит. Вот у меня есть проблема, и мне надо ее решать. Нас в детстве не учат такому инструменту, как правильный подход к решению проблем. То есть у нас как бы просто как-то это вот работало, и все. Но нам не говорят, что смотри, есть проблема, ее можно решить по-разному. Вообще-то проблемы надо решать. Нельзя не решать проблемы, потому что иначе маленькая проблема будет потом большущая проблема, например, депортация. То есть вот здесь я стал взрослым, и Польша мне помогла, потому что я решал много проблем, связанных там с документами, с бизнесом, еще с чем-то, да, мы решали. Вот. И ты хочешь быть правым или счастливым, это, сюда же. Иногда мы встречались не с самыми счастливыми инспекторами, которые там заводили тебя в комнату там под 3 ключами и говорили, да, пиши. Давай, рассказывай, да. Вот понятой, давай рассказывай. Рассказывай все, что знаешь. Когда нам там где-то отказывали или грубили. И в этот момент ты тоже понимаешь, входишь во взрослую позицию и задаешь себе вопрос. Окей, типа, блядь, меня бесит этот человек. Ну да, бесит. Он поступает неправильно. Но я хочу быть правым. Если я хочу быть правым, то я, в принципе, могу рамситься, да. Я могу, да, там, порамситься. Если я хочу быть счастливым, то я строю какую-то стратегию, где я умнее этого человека, обтекаемый, и как-то прихожу к какому-то консенсусу. Вот такие вот пунктики. Что еще Польша, как она меня изменила, я чувствую, что я затормозился и стал мягче. Ну, то есть я приезжал, допустим, когда до войны в Украину, до полномасштабного вторгнения, да, война у нас уже давно, до полномасштабного вторгнения. И я почувствовал, что люди, там, допустим, там, в Киеве в том же, намного грубей, чем, не тоже грубее, жестче, просто другие, да, жестче, резче, быстрее. Жестче, резче, да, чем и на других скоростях живут, чем люди, которые живут в Европе. Тем более в Польше, тем более в Кракове, где там царское село, камон, вообще все счастливые, довольные, сонные, как черепахи ходят. Человек может полчаса стоять в очереди, чтобы взять бутылочку пепси, и потом еще 20 минут, чтобы положить ее, там, сдать ее назад и хорошо себя чувствовать. То есть я почувствовал, что я здесь стал медленнее, и, то есть не то, чтобы это неплохо, просто другой ритм жизни, потому что то, что поляки не хотят работать в выходные, и то, что у них есть там выходные, праздники, это святое время,
чтобы его проводить с семьей. Это же на самом деле неплохо, это просто другая философия жизни, да. Потому что в это же время, когда они не работают, они занимаются своим счастьем, своей семьей и так далее, да. Это другие ценности. Но я чувствую, что я реально замедлился. И когда вот сейчас приезжают новые предприниматели в Варшаву, и сейчас там некоторые говорят, что Варшава — это второй Киев сейчас, да, реально тут вот начинаются скоростя, поэтому если вы там живете в Польше и там вы скучаете за скоростями, которые были в Украине, добро пожаловать в Варшаву. Ну, именно поэтому мы и переехали в Варшаву. На секундочку, мы прожили 8 лет в Кракове, и мы переехали в Варшаву. И мягче пункт о том, что здесь работает право, здесь работает закон, здесь люди выигрывают суды у государства, камон. То есть ты понимаешь, что никто не придет там со стороны и не скажет, все, что было твое, теперь мое, давай... давай до свидания. И ты себе спокойно работаешь, занимаешься своим делом, да, больше налоги, да, там есть какая-то бюрократия, но она прописана в законах, если ты знаешь их, работаешь по правилам, то тебе в основном бояться нечего. Вот это хорошо. Благодаря этому ты становишься где-то мягче, где-то расслабленней, но если ты работаешь в этом рынке, то тебе как бы нормально. Но если ты хочешь работать на тот рынок, то тогда как бы ухо востро. Ну да, приезжают предприниматели и говорят... Счет, компания открывается 3 дня, счет открывать неделю, типа, ВАТ номер ждать 20 дней, да вы что, типа, вы сдурели или как? Ну, типа, я в Украине это могу сделать все за 3 дня, порешать, нарешать, закопать, раскопать, там, вот это вот все. Да, типа, вы что, вообще? Добро пожаловать в Европу. Добро пожаловать. Все-таки это поменялось. Сейчас уже мы столько тоже, много, мне кажется, внесли свои лепты в эту всю ситуацию своим каналом, да, образовывая людей, что это прям поменялось. Дал понимание того, что что-то, как может выглядеть family office, и ты расскажешь про то, что это такое. Как может выглядеть семейный, я скажу так, как может выглядеть семейный бизнес, потому что сейчас, кто наверное, не знал, в конце интервью, да, и вообще... Мы сделаем камин-аут. Сейчас мы камин-аут, да, сделаем. Мы геи. Кто не знал, мы с Виталиком братья, да, родные. И давайте так, угадайте, кто из нас старше, да. Напишите в комментариях, кто из нас старше. Стас или Виталик старше. И... если коротко, то строить бизнес какой-то семейный, да, в семье, там, с братом, с мужем, где с женой, контексты. Где куча смешанных контекстов, я считаю, это типа сложная затея, и это вообще не каждому подходит. Я считаю, что нам это удалось по причине того, что мы даже не особо обсуждали какие-то там, не было каких-то разговоров про личные границы, про то, про сё, а было тотальное принятие как бы всего. А тотальное принятие было из-за того, что настолько большой фундамент ценностей каких-то вот заложенных, да, там то, что нам мама, допустим, в голову... В базовой конфликтации, в базовой комплектации конструкции, да, комплектации. Огромная любовь друг к другу, уважение и понимание, что... Как ценность, То есть у нас, считай, семейный АМГ-пакет, вот, назовем его так. И, я вот прям написал этот пункт, и это так и есть по-прежнему. Ты единственный человек, которому я могу доверять на 100%. В этом мире вообще. Вот в этом мире есть сколько? 7 миллионов или 8 миллионов людей. Ты единственный, которому я могу доверять на 100% во всех ты вообще тоже, да. конструкциях. Я надеюсь, это видео жена не посмотрит, поэтому... Тут ты уже решаешь. Я это смело могу говорить. Я тоже не стесняюсь. Вот. Family Office. Вообще это конструкция для больших предпринимателей, для большого бизнеса и так далее, когда у человека есть огромный капитал, у него есть там семья, род, там, не знаю, как, допустим, семейство Гуччи, там, либо еще там что-нибудь. Да. Вот. И у них есть отдельные как бы менеджера, которые занимаются, есть там семейный юрист, семейный финансист. Даже доктор семейный. Семейный доктор, да. Лекарь родинный сейчас уже у всех есть, там на другом типа уровне. Нормально, да, лекарь родинный. И у семейного офиса, да, то есть вас как корпорации там, в виде семьи, могут быть разные бизнесы, там, не знаю, там бизнес в Польше, там какой-то там... Услуги, товары, e-commerce, в других и так далее. Инвестиции. Но главное в этом всем не какой-то конкретный проект, какой-то бизнес, который стоит и диктует вам права, как вам, диктует вам, как вам жить с семьей и так далее. А главное это все-таки семья и family office, да,
часть которого является бизнес. Да. Но это может быть не единственная часть. Можно к нему не привязываться, можно его продать, закрыть, сделать что-то другое, иметь их несколько и так далее. Но вот здесь над ним есть кор, за которым надо следить, чтобы именно он не поломался, потому что именно вот эта конструкция, синергия может давать больше результатов здесь. А вот расскажи принципы, которые ты можешь дать людям, чтобы если они сейчас смотрят этот подкаст и хотят или уже строят бизнес с родственниками, что им делать, чтобы не поломались отношения? Первое, это, наверное, то, что говорил Андрей Пивоваров, это разобраться со смешанными контекстами. Выписать их, да? Да, выписать. То есть вот у нас контекст «мы братья», вот у нас контекст «мы партнеры», вот у нас контекст «кто-то начальник, кто-то подчиненный» в некоторых ситуациях, да, и так далее. Второе это понять, что из этого самым главным является контекстом. И его в первую очередь беречь, потому что если не уберечь самое главное, то есть, грубо говоря... Или самым sensitive, да? Да. Ну, то есть я там понимаю, что там, если бизнес у нас не получится, то самое главное остаться братьями, любить друг друга в этой истории, да? Вот. И беречь вот этот контекст там в первую очередь. Второе, то есть третье уже получается, это семейная конституция. Семейная конституция, то есть мы это сделали с женой, мы просто прописали наши правила жизни, мы прям за них проголосовали, согласились, и там есть разные пункты, типа там, допустим, мы там не экономим на здоровье, мы не экономим на образовании, мы там всегда говорим «да» путешествиям и так далее. То есть есть определенные пункты, которые мы прописали, мы их придерживаем. Если вы уже сейчас в осознанном возрасте начинаете вместе бизнес, а не там еще с детства, грубо говоря, то хорошо бы положить это на бумагу, иметь вот это. Но это огромная тема. Давайте мы ее, если вам будет интересно, мы отдельно поговорим про семейный бизнес. Размотаем. Да. Пишите, что вам интересно. Друзья, вот так вот лихо, экспромтом прошел наш час, очень быстро. И что, если вам понравился формат, пишите, дайте нам знать, и мы продолжим. У меня там еще пунктов 5. У меня тоже еще достаточно. Мы почитаем ваши комментарии, сделаем ретроспективу, добросим еще чего-то. Просто дайте нам знать, интересно ли вам продолжение такого формата. Я по традиции желаю всем хорошего бизнеса в Польше. Что ты пожелаешь? И жизни, да? Да, свободной жизни в Европе. Так вот, попадки. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!